Всем привет! Заново я со всеми здороваюсь. Пока сидела, я здоровалась, привет-привет говорила. Ну а теперь здороваюсь уже конкретно со всеми, и мы с вами начинаем наш урок. У нас с вами сегодня наш вебинар. Вебинар у нас по теме филировка, доработка стрижки, то есть текстурирование стрижки, создание текстуры. Специально подготовила для вас, взяла, просто вот отрезала и все, да, чтобы вы видели. Вот мы с вами берем расческу и также по всей длине, не углубляя ножницы, только по краю, мы с вами проходимся по волосам, сверху, то есть не углубляя, только по кончикам. Вот этот метод мы с вами используем на тонких, на коротких, прямых волосах. Еще раз повторю, тушевка, то есть перевод из коротких в длинные 2-3 миллиметра. Прямые волосы, размытие стрижки у нас идет 2-3 миллиметра по краям. У меня получается моя короткая зона, это ориентир, как я должна делать. И я тогда делаю филировку, видите, такими треугольничками. Когда мы с вами начинаем близко к корню делать филировку, вы не забывайте, что там будет пенечек. И они ходят вот с такой вот шапкой огромной на голове, и им очень тяжело. Они говорят, ну сделай что-нибудь. Вот мы с вами можем вот этим методом, который я вам показала, прореживать густоту. Вот когда срезается слайсингом, мы скользим вот так по волосу. То есть у нас получается более такой овальный срез. Называется, вот этот метод называется метод point cut. Это уже филировочный метод. Чем он у нас отличается? Метод среза pointing от point cut. Мы ножницы держим с вами под любым углом. Я замыкаю и простригаю. Чем у меня получается параллельнее, то есть чем у меня острее угол, тем у меня меньше срезается. Поэтому вы тоже контролируете, да, себя. Вот длину мы не убираем, видите, вот мы делаем срез. У меня получились вот такие текстурные треугольнички. Видите, красивые треугольнички. И у меня получаются треугольнички. Но треугольничек у меня начинается со стороны внутренних пальцев. То есть вот здесь, с этой стороны у меня начинается треугольничек. Мы с вами подтягиваем. Видите, вот она. Значит, с противоположной стороны я тоже чуть-чуть подтягиваю сюда. Вот. И дальше уже прорабатываю тогда вот в другом направлении, потому что метод укола нам также будет давать дополнительный объем, сводить несведенные зоны, перенаправлять волос. Давайте посмотрим с этой стороны, как будет видно у нас. Если я прокол делаю, видите, она не насквозь, она проходит только там, сзади. Ножницы у меня идут, но только для того, чтобы разделить. Вот этот вот укол у меня будет перенаправлять мою челку в другую сторону. Это, конечно же, вы понимаете, другой волос, но вы должны четко знать, что она реально перенаправит. Вот этот вот метод называют еще тоннельным методом. Видите, потому что я как бы по прядям вертикальными срезами иду. Конкретно, видите, волос направлен и лежит вот сюда. Значит, соответственно, я подхожу, поднимаю волосы, поднимаю, как видите, я ножницами, для того, чтобы не было, перечесываю и завожу ножницы, веду методом слайсинг. Сделать филировку, да? И если мы с вами начнем стричь от корня, вы помните, что у нас с вами будут пеньки. И поэтому, когда мы с вами делаем прямыми, мы с вами больше контролируем, да, когда вот этот жгут срезать. То есть мы можем более глубокую насечку сделать, либо чуть-чуть, например, насечек сделать. И поэтому стричь вообще не получается. Значит, но я вам его покажу, потому что на натуральных волосах получаться будет. Значит, мы с вами ставим перпендикулярно уже, видите, наш инструмент, да, и начинаем вот таким вот образом скоблить. Вы не забывайте, когда мы с вами делаем слайсинг, у нас ножницы должны быть без насечек, то есть специально слайсинговые ножницы. Мы с вами делаем вот такое вот движение, да, то есть мы как бы скоблим вот так вот изнутри. Поэтому я очень рада, что вам нравится то, что я вам даю, и я всегда рада делиться с вами этим.